Всем привет, меня зовут Люба, вы на моем канале о вязании. Сегодня мы вяжем спицами очень интересный, необычный узор. Поближе элементы, из которых состоит этот узор. Вот так. И изнаночная сторона тоже, кстати, классная. Идеальный узор для вязания двусторонних изделий. Например, палантина, например, шарфа, кардигана. Достаточно часто изнаночная сторона у кардигана тоже видна, если он длинный. Не скажу, что вяжется очень сложно, но для новичка, наверное, будет чуть сложнее, чем для опытной мастерицы. Для образца я набрала 25 петель, 21 петля идет на основной узор, 2 петли у нас идут дополнительные, это не петли симметрии, просто они у нас будут дополнительными по краям образца, и 2 кромочные. Итак, раппорт узора 7 петель и 8 рядов в высоту. Начинаем с первого ряда. Первую кромочную я всегда провязываю лицевой, затянули. И сейчас вяжем одну петлю добавочную. Мы ее в раппорт, вот эти петли, они никак не включены. То есть мы ее просто провязываем изнаночной петлей. И далее 7 петель изнаночных. Начинаем вязать уже узор. Так, 2, 4, 5, 6, 7. Далее мы вяжем 7 вытянутых изнаночных петель. Можете вязать с дополнительным накидом. Я вяжу просто вытягивая изнаночную петлю вот таким образом. И узор получится у вас тоже. Если вы привыкли вязать с дополнительным накидом, то есть у вас не получается вот такие вытянутые петли, то вяжите с дополнительным накидом. Я не люблю их вязать, слишком долго их потом распутывать. 4, 5, 6, 7. 7 вытянутых петель провязали. Далее вяжем просто 7 изнаночных, ничего не вытягиваем. 3, 4, 5, 6, 7. Одна петля, просто мы провязываем ее с краю, чтобы у нас узор хорошо смотрелся. Вот для этого мы провязали вот эти дополнительные петли. Они в раппорт, еще раз повторюсь, не входят. Далее вяжем лицевые петли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Дошли до вытянутых петель. Отсчитываем 4 длинные петли. 1, 2, 3, 4. Вставляем правую спицу слева направо за передние стенки петель. Снимаем эти петли с левой спицы и надеваем их снова обратно на левую спицу, но с другой стороны. То есть мы их развернули таким образом. Правую спицу сейчас из этих петель мы не вынимаем и вставляем правую спицу в оставшиеся 3 длинные петли. Вот так. И провязываем сейчас из 7 петель 7 петель. 1, накид, 2, вставляем снова в пучок из 7, 3, 4, 5, 6 накид и 7 снова в пучок из 7 петель. Вот так сейчас все это выглядит. И далее снова вяжем 7 лицевых. 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 1 дополнительная петля с краю и кромочная. Второй ряд мы провязали. Третий ряд кромочную сняли. Первую дополнительную петлю мы вяжем изнаночной.
7 петель мы также вяжем изнаночной петлей обычно, просто изнаночные. Пучок из 7 петель, который мы только что провязали, мы вяжем каждую петлю также изнаночной петлей. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. И далее также все петли до конца мы вяжем изнаночной петлей. Кромочная тоже у меня изнаночная. Третий ряд готов. И четвертый ряд. 8 лицевых, 1 добавочная, 7 лицевых, дошли до элемента. Сейчас мы должны провязать 8 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. И оставшиеся петли мы довязываем лицевой петлей. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и кромочная. Пятый ряд. Сейчас мы начинаем вязать точно так же, как и первый ряд, только в узор мы сейчас будем смещать. Первая петля у нас идет добавочная. Мы ее просто провязываем изнаночной. Далее мы вяжем 7 вытянутых изнаночных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6 и 7. Далее идет 7 просто изнаночных петель. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. И далее снова 7 вытянутых петель. То есть это уже третий раппорт. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 1 добавочная петля, обычно изнаночной, и кромочная. Шестой ряд. Кромочную сняли. 1 петля просто лицевой. Далее 7 вытянутых петель вяжем таким образом. Отсчитываем 4 вытянутые петли лицевые. И заводим правую спицу слева направо в 4 петли. Таким образом. Снимаем эти петли с левой спицы и перенадеваем их обратно другой стороной. Вот эту спицу правую можно не вынимать из этого пучка, из 4 петель, и вставляем сразу в оставшиеся 3 вытянутые петли. Провязываем снова 7 петель. Раз, накид 2, 3, накид 4, 5, накид 6 и 7 петля. То есть мы из 7 вывязали 7. Хорошо, поправили. Далее вяжем 7 просто лицевых петель. Раз, два, 3, 4, 5, 6, 7. И далее снова то же самое. Отсчитываем 4 вытянутых петель. Заводим спицу слева направо в 4 петли. Переснимаем петли с левой спицы. Перенадеваем наоборот. Вставляем правую спицу в оставшиеся 3 вытянутые петли. И провязываем пучок из 7 петель. Раз, два, 3, 4, 5,
6 и 7 петля. Готово, сняли. И последняя добавочная петля, 8 или просто лицевой и кромочная. 7 ряд кромочную сняли и все петли вяжем изнаночной петлей. И 8 ряд вяжется таким образом. Первая петля просто лицевая. Далее мы вяжем 7 изнаночных петель. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее идут 7 лицевых петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее снова 7 изнаночных. 1, 3, 4, 5, 6, 7. И последняя петля лицевая и кромочная петля. Все, мы с вами связали образец этого узора в гладкой пряже. Вот так выглядят элементы. Образец, конечно, этот совершенно не показательный, но здесь более четко можно рассмотреть, как выглядят эти элементы. То есть в гладкой пряже он довольно-таки структурный получился, более фактурный, четкий. А в пушистой пряже он более такой воздушный, нежный. Ну, в пушистой пряже мне нравится он, конечно, больше. Надеюсь, этот узор вам понравился. Все было понятно и доступно. Не забудьте подписаться на мой канал, поставить пальчик вверх. И до встречи в новых интересных видео. Пока-пока.